Здравствуйте! Сегодня будем жарить сырники. Настоящие вкусные сырники. Они внутри практически без муки, никакой манки здесь не используется. У меня 2 килограмма творога домашнего. Мы купили на рынке. Для этого, для 2 килограмм, 2 яйца куриных, крупненьких. Мука для оболочки сырничка. Сахар, соль и масло, на котором мы будем их жарить. Значит, я вбиваю сюда яйца, высыпаю сахар постепенно. У меня здесь стакан сахара. Это не значит, что весь стакан уйдет сюда. Вы выбираете по вкусу. Вы можете ограничиться 2 столовыми ложками, если вы сахар не кушаете. Мы любим сладенькие сырники, поэтому я всегда смотрю, ориентируюсь по собственному вкусу. Начнем. Вбиваем яйца. Добавляем сахарочек. Пока что использую половину своей нормы. Может быть, этого будет довольно. Присаливаю. Соль не должна главенствовать. Здесь важен сахар, а не соль. Но поскольку у нас 2 килограмма творога, то нам надо его и присолить нормально, чтобы сбалансированный вкус был. И сырнички были интересными. Нам надо это все размешать. А перед этим я вам расскажу такую тонкость. Чтобы эти сырники удались, вот такими, которые я представляю, здесь нужно некоторый опыт, некоторая сноровка, которую вы должны выработать. Это не значит, что они с первого раза могут получиться, поскольку они немножечко заморочены. Делать будто бы и легко, но когда ты хочешь сделать сырник, у которого внутри чистый творожок, а сверху тоненькая шубка из муки, это не всегда получается. У некоторых это разламывается, растекается, либо на сковороде, либо уже в заготовках. Вы купили творожочек вкусный, но он совсем-совсем свежий. И это очень хорошо. Вы должны его просто положить в такое густое сито, дуршлаг такой, где будет мелкая сеточка. И погрузить это в миску. Пусть немножко за пару часов сыворотка сойдет. Не надо ее выпускать прям до сухости, до безумия. А вот пару часов вот так вот в этом сите постоит. Лишняя сыворотка сойдет, и вы сможете нормально тогда справляться с этим творожочком. На самом деле это очень-очень вкусный рецепт. Его приятно кушать хоть теплым, хоть холодным, неважно. Потому что вы кушаете не муку, не тесто, не манную крупу, а вы кушаете творожочек. Нежный, мягкий. Можете добавлять ваниль, можете добавить изюма. Это все делают так, как кому интересно. Я делаю их пустыми, без всяких цукатов и без ванили. Мне нравится, и моим близким, именно просто вкус творожка. И все. А вот когда я делаю запеканку из этой творожной массы, которую я создаю, тогда я уже, конечно, добавляю туда изюм, курагу, могу там даже сушеные яблочки добавить, клюкву. В общем, кто на что горазд, у кого что есть. Вот я решила, что я сахара еще немножко сюда добавлю. Совсем немного. Вот так. Все, мне довольно. У меня еще остался сахар, но мне уже больше не надо. Вот на этом этапе можно добавить муку. На 2 килограмма творога вам надо 3 столовых ложечки без горы. Вот просто без горы. Вот я набираю 1 полную, это будет 2. Размешаю. И смотрите,
Да собирается ли этот творог, вот когда вы добавили муку в кучку, держит ли он форму? Определяете это на глаз сначала. Так сначала видно, добавить еще муки или не добавлять. Я вижу, что он начинает схватываться. При этом я его не размешиваю прям в пастообразное такое состояние. Я все же люблю, чтобы творог сохранял свою текстуру, чтобы он был такими хлопьями небольшими. Поэтому вот я сюда добавлю еще 1 столовую ложечку муки, но без фанатизма. Вот так. Все. Это все, что мне нужно для 2 килограммов творога. Никакой не стакан муки, не полстакана муки. А вот вы смотрите, но не превышаете этих пределов, где там говорится, вот соль у меня с камушком попалась, удалим его. Вот. Смотрите, когда творожок сам берется, вот смотрите, вот он держится комочком. Проверили ручкой, как он форму держит. Смотрите, вот он практически без муки. Но он держит форму, он прекрасен. Все, тесто готово. Сейчас я буду на доску посыпать немножко муки, формовать вот такие сырнички. Вот такие. Большими их не делайте. Если вы сделаете их большими очень, они на сковороде расплывутся. Когда творожок нагреется и под собственной тяжестью, и сок его будет выходить, эта тонкая пленочка муки, она не выдержит этого натиска, она треснет, и они по бокам разойдутся. Поэтому не делайте их, пожалуйста, очень большими. Делайте средних. Вот, скажем, вот столовая ложка с горочкой. Не вот с такой горой, а вот такая столовая ложка с горочкой. И все. И сейчас будем формовать эти сырнички. Очень нежный, очень хороший. Если вы видите, что слишком влажный творог, он бывает немножко жестче, немножко мягче. И он бывает так, что хозяюшка, которая его продает и которая его готовит, вот оставила в нем слишком много сыворотки. И он кажется на вид нормальным, а потом, когда начинаешь работать, он очень мягкий и очень мокрый. Тогда добавьте чуть-чуть муки. Но не надо злоупотреблять. То есть, как бы, вот, смотрите, вот, я заглаживаю, и видно, что вот он держит уже форму, видите? Вот комочек сделала, и он комочком сидит. Здесь всего 3 столовых ложки на 2 килограмма творога. Можете еще добавить пол-ложечки. Это вот в таких крайних случаях. Вот и все. Вот такой вот он хороший. Видите, формуется очень хорошо. Подготовили творожочек. Подготавливаем платформу, куда мы будем складывать сырнички, которые будут ждать своей очереди, пока будут жариться. Ну вот так. Немножко притрусили. Все. Есть перед вами мука. Что вы делаете? Набираете в ладошку, вот, посыпаете ее мукой, набираете в ладошку муку, вот так, чтобы у вас творог ваш лег не на перчатку голую, а на муку. Ложечкой формуете шарик, вот ложечкой шарик, опускаете его в эту муку и пальчиком снимаете. Вот уже сырничек перед вами. Немножко сформовали форму. Вот сверху вот набираете муки, вот так вот делаете. И теперь перебрасываем с одной руки в другую. Надо вот, чтобы бачок сырника очень хорошо закрылся мукой. А теперь лишнюю муку мы сбрасываем. Вот так, над нашим ковшиком.
Вот наш сырничек в шубке. Проверяете, где он вам не нравится. Смотрите, где он влажноватый. Притрусите еще. Притрусите. Сверху должна быть шубка из муки. Обязательно. Хотите, бока прям вот так вот в муку окуните и проворачивайте. Но у вас сверху должна образоваться шубка из муки, а внутри должен остаться чистый творожочек. Вот он со всех сторон впитал в себя муку. Вот такой вот сырничек готовый. Продолжаем это столько, сколько поместится на эту досточку. Опять формуем шаричек. Старайтесь, чтобы шарики были, хоть бы одинаковые, вот приблизительно. Кладете, пальчиком снимаете. Вот он перед вами. Кусочек остался. Да снимите этот кусочек. Формуем шарик. Вот. Сверху берем муку, бока приминаем мукой, бока. И пошли вструшивать лишнюю муку. Когда мы это делаем, не надо его прижимать. Он в свободном полете. Главное, чтобы бока обязательно хорошо мука запечатала бок сырника, потому что под своей тяжестью на сковороде бок дает слабину. Все, и лишнюю муку убрали. Вот. И вот ваш сырничек готов. Вот он. Делаются на самом деле они легко. Просто надо приловчиться, вот поймать вот эту взаимосвязь мокрого продукта и тоненькой пленочки этой шубки. Вот только в этом состоит главная задача. Это много будет. Вот так вот. Набираю, пальчиком снимаю одним движением. Вот так. Переминаю. Делаю кругляшок. Вот такой. Сверху посыпаю. Приминаю бока. Приминаю бока. Сверху, видите, я практически его не трогаю. Мука в свободном таком положении здесь сидит. Потом бах, чуть-чуть. И пошли снимать лишний слой. И пошли снимать лишний слой. Вот и все. Вот это и вся работа с этими сырниками. Бывает, что с другой стороны, вот видите, вот такой вот кусочек творожка и ямочка там. Ничего, когда он будет на сковороде, когда он нагреется, он выровняется и будет хороший ровный сырник. Не переживайте на этот счет. Главное хорошо запечатать бока. Это основное условие для этих сырников. Вот так вот. И вот так я сейчас все остальные сделаю столько, сколько мне надо. И буду жарить. Ну вот, я заготовила таких колобочков. Вот сколько, и это только половина моего творожка. Я это пожарю. Почему? Объясняю. Смотрите, пока мы их лепили, творожок, он же влажный. Внутри него практически нет никакой муки. Вот. И он от того, вот чем дольше лежит, мука впитывается. И перед тем, как положить на сковороду, если вы видите, что сильно она так впиталась, просто возьмите и бока вот так вот провергите в мисочке и снова лишнюю уберите. Освежите эту шубку. Вот. И он сухонький, и он красивенький. И отправляйте это на сковороду. Я включаю газ. Жарить эти сырники надо на огне, на среднем или чуть больше среднего. Не на медленном огне, иначе поплывут. Им этой температуры средней будет достаточно для того, чтобы пока будет жариться с одной стороны,
хорошо яичко внутри схватилось, когда перевернете с другой стороны, творожок прогреется, он будет внутри держать высокую температуру, и у вас все там как надо прожарится. Но он будет сочный, нежный и творожный, сказочный. Маслечко нагрелось. Отправляем наши сырнички, не обжигая пальчики. И все же оставляйте между ними расстояние, для того, чтобы вам было легко перевернуть. Потому что сырник нежный, очень мягкий. И чтобы вы не травмировали его, чтобы он сохранил свою форму. Поджаривается очень быстро. Поджаривается очень быстро. Поэтому контролируйте, находитесь рядом. Оп. Есть. Ничего, что там мука оседает на дно сковороды. Это можно лопаточкой собрать. Но от этого никуда не денешься. Они в шубке из муки. Поэтому хотите или не хотите, на дно сковороды мука будет попадать. Ничего страшного. Масла там немного. Когда вы видите, что масло уже все изжарилось, просто лопаточкой и салфеткой соберите эту муку. Смотрим. Все. Пока я снимаю сырники, я убавляю огонь. Вот, смотрите, какой он с этой стороны получился. Вот наши сырнички прекрасны. Вот какой он с этой стороны. Эти пусть немножко еще пожарятся. Так, неудобно. Хорошо. Зайдем с этой стороны. Оп. Оп. А этот еще немножко с той стороны поджарим. И этот готов. И вот творожочек, он очень горячий. Они сейчас там дойдут, соки все перемешаются, и будет обалденная вкуснятина. Вот такие сырнички получаются. А я пока что следом новенькие положу. Масло можно доливать в процессе жарки. Ну вот мы славно потрудились. Посмотрите, какое чудо получилось. Вот столько его получилось. Вот еще тарелочка для вас со сметанкой. Сейчас мы будем разламывать и смотреть, какой же он внутри. Что же там за творог такой волшебный, что без муки держится в кучке. Мы все это посмотрим, и вы убедитесь. Что еще есть? Смотрите, мука осталась в мисочке, да? Внутри творог. Ну вы руками ее брали, она чистая. Но все же сквозь сито просейте ее, и вам достанется еще этой муки пожарить рыбку, что вы захотите, сделать любой кляр для мяса, для отбивных. Она совершенно хороша, и выбрасывать ее незачем. Я в таких случаях до утра вот так вот накрываю салфеточкой, оставляю на столе, если нет времени, а завтра просею. Вот такое чудо, вот такая прелесть получилась. Ароматные. Это уже не учитывая то, что пару сырников еще со сковороды уже увели, уже съели, потому что пахнут они безумно вкусно. Аромат, ну очень, слюнки текут. Хорошо же, я это убираю и продемонстрирую вам, какие же они внутри. Давайте посмотрим.
Ну что же там такого сказочного внутри, как выглядит этот сырник? Ну что же, скроем любой, да хоть бы этот. Смотрим. Вот какая прелесть. Вот живой творожок. Вкусный, ароматный, сочный. Смотрите, какой он мягенький, он подвижный. Он без муки. Он очень вкусен. И можно его вкусить со сметаночкой. Вот так мы его красочно поставим, чтобы было видно, что он именно творожный, что это действительно сырник, а не пирожок с творогом. И украсим, ну, хоть бы ложкой сметаны. Друзья, приятного аппетита! Я старалась, я думаю, получилось. Это очень вкусно, это очень красиво. Взломать можно любой сырничек. И вы убедитесь, какой ни возьми в руки, он живой. Он действительно творожный. Посмотрите, живой творожочек. Вот так должны выглядеть сырники. Настоящие сырники. Ну вот, дорогие ребята. Такое чудо я посвящаю вам. Приятного аппетита. Я уверена, у вас получится. Может, не с первого раза, но получится. Вот, это очень вкусно. Это очень нежно, очень ароматно. Потрясающе. Можно кушать не только со сметаной. Можно желе фруктовое, варенье, которое вы любите, сиропы на ваш вкус. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что когда вы будете обволакивать творожок мукой, не вдавливайте. Ваша задача не наполнить его мукой, а покрыть, создать шубку. Спасибо вам огромное за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Я очень стараюсь, чтобы вам было интересно, вкусно, красиво. Добро пожаловать на мой канал. Всего вам доброго.